Ребята, Beelink на Core i3 10-го поколения, маленький, миниатюрный. У меня версия 8 на 256, существуют разные версии. И на самом деле очень неплохой рабочий компьютер. Действительно рабочий, не для игроманов, не игровой. Он классный, бюджетный, я считаю, бюджетный для такой конфигурации мини-ПК. Ребят, на канале Технозон. Поехали. Слушайте, два монитора я к нему подключал. Я на нем браузил, я на нем стримил, я на нем играл в незатейливые игры Blizzard, Hearthstone, StarCraft и тому подобное. Я на нем редактировал мелкие видеофайлы, я на нем смотрел кино, я смотрел на нем кино в 4K HDR, подключенный к большому телевизору, и это действительно работает. Слушайте, неплохой мини-комп. Его миниатюрность позволяет его размещать неплохо за монитором, его не видно, есть в комплекте коротыш, кабель HDMI, есть два порта HDMI, на распаковочке все будет детально видно, конечно же активное охлаждение, и у меня вариант 8 гигабайт LPDDR4 и плюс 256 гигабайт NVMe SSD 2280. Достаточно быстрый, кстати, носитель. Неплохое бизнес-решение, а также это неплохое решение для домохозяек и для тех, кто просто-напросто не играет. Я, например, использую дома Acer Predator, достаточно мощный ноутбук, лэптоп с RTX 2070, 32 гига оперативной памяти, там, действительно очень много наворотов, но, допустим, в повседневном использовании, если не учитывать то, что я его использую для монтажа тяжелого 4К видео, то я разницы абсолютно не почувствовал. То есть работа интерфейса, работа браузера, большое количество ссылок, работа YouTube, работа, допустим, каких-то проигрывания каких-то фильмов, у меня я не почувствовал разницы, я вам серьезно говорю. Но при этом эта коробка стоит недорого, ссылочка в описании под видео. Недорого, конечно, в кавычках, потому что у каждого понятие дороговизны разное. И, пожалуйста, не ругайте меня, если это не совпадает, допустим, с вашим бюджетом. Подходит неплохо для организации мощных рабочих мест, для работы с большими базами данных, для каких-нибудь офисов, для программеров. Кстати, программеры бывают берут. Даже я знаю, некоторые трейдеры берут такую штуку из-за возможности подключения ни одного монитора, скажем так. Из-за мультимониторинга, у них там эти графики стоят. Я не сильно в этом разбираюсь, я не силен, но говорят неплохо. Слушайте, в целом распакуем, посмотрим потом характеристики и потестируем. А дальше уже вынесем решение, насколько данный мини-компьютер нам будет интересен. Мне нравится его, конечно же, компактность, возможности и, допустим, свежая серия процессора. 10-я серия. И плюс здесь есть еще, знаете чего? Винда. 10-я лицензионная. То есть здесь OEM-ка стоит. Поэтому, в принципе, неплохое решение. Слушайте, знаете, что еще мы делаем? Мы же на канале разыгрываем Sony PlayStation 5. Ссылка, на момент съемки этого видео. Ссылка лежит в описании под видео. Переходим, смотрим. Там для розыгрыша практически ничего не нужно. Но при этом, если там нет уже этого Sony PlayStation 5, то, ребят, спокойненько идем и смотрим, что там есть. А есть там приз, скорее всего, не менее крутой, а скорее всего даже более крутой, чем это самая Sony PlayStation 5. И берем теперь этот комп и переходим на распаковочный стол. Поехали. Опача. SEI серия Beelink. Это версия 8 на 256. Сразу написано 10-е поколение процессоров. Он маленький. У нас здесь опять же также, видите, написано Dual HDMI порты для 4K HDR Display Output. То есть поддерживает 4К HDR, хотя, как TV-бокс его использовать можно, в принципе. Гигабитный LAN, Type-C, 4 USB 3 порта, NVMe SSD. Короче, ребят, можно вскрывать. Есть версия 16 на 512, видели? Вскрываем. Вот такой вот малыш. Слушайте, прикольный. Он весь пластиковый, достаточно легкий, у него активное охлаждение. Есть у нас, видите, радиаторы, не радиаторы, а отверстия, где он забирает воздух. Это отверстия с радиаторами, где он выбрасывает воздух. Два HDMI порта, два USB 3.0 LAN RJ45, разъем питания. Спереди есть у нас микрофонный вход, есть два USB
3.0. Есть Type-C, через который можно, по идее, выводить еще один монитор. Мы посмотрим по спецификациям. И есть разъем для наушников и, конечно же, кнопочка питания. Есть крепление для... Давайте посмотрим сразу же. Видите, у нас тут инструкция, как установить жесткий диск. Белинк вообще начали работать. Дело в том, что эти белинки производят для американского рынка. Есть у нас блок питания. Давайте сразу смотреть, какой 19 вольт 3 ампера. Это их стандартные блоки питания для мини-компьютеров. И вот оно крепление. Смотрите. Крепление веса, вы сюда его притулили и прикрепили к монитору, спрятали за монитор, очень удобно. Есть короткий HDMI, есть длинный HDMI и есть у нас комплект для подключения хард-диска, да, там SSD, либо HDD, короче, неважно. Давайте открутим крышку, посмотрим, как он там инсталируется, что там внутри вообще есть. Вообще в более старших моделях предусмотрен еще хлястик для того, чтобы открывать крышки, но это предусмотрено в моделях с металлическими крышками. Здесь пластиковая крышка, она не вставляется внутрь, она заходит сверху на корпус, и поэтому здесь легче доступ. Смотрите, для того, чтобы замонтировать SSD-диск, вам просто достаточно его перевернуть, взять SSD-диск, вставить. Вставили, зафиксировали, крепежный материал тоже есть в комплекте. Взяли комплект шлейфа, вот он, наш шлейф комплектный есть. Их два даже, видите, в комплекте. И просто-напросто вот через вот этот вот разъем законнектились. Вообще ничего сложного, вы просто вставили и законнектили потом сюда. Вставили в сам по себе SSD и больше ничего вам не нужно для подсоединения жесткого диска. Прячем. Но с этим, я надеюсь, понятно. Что у нас тут есть? Возможность установки 2 плашки памяти, скажем так. Давайте посмотрим, что здесь стоит. Здесь стоит AZV 8 гигабайт DDR4L. В принципе, норм. Можно докупить вторую, поставить, и будет вам счастье. И стоит на 256 гигов NVMe 2280 SSD. Слушайте, а знаете, что тут, по идее, еще есть? Давайте вскроем, посмотрим. А нет, под низом больше коннекторов никаких нет. То есть подключить здесь можно только один диск. Ну, в принципе, норм и так. Есть еще у нас разъем, я вижу, для TF-карт. Вот он, можно сюда вставлять microSD карту. В принципе, ребята, готов собирать уже, переходить тестировать. Давайте собираем. Все, ребят, собрали. Давайте переходим и тестируем. Рабочий стол Windows, но уже, вам скажу так, традиционно будем смотреть на те характеристики, которые заявляет нам производитель, а потом посмотрим, на что он все-таки способен. Итак, это продукт SEI 10-го поколения Office Mini PC. Из основных моментов, которые они здесь нам хотят подчеркнуть, это то, что здесь стоит Intel Comet Lake i3 10110U, Intel UHD 10-го поколения графика, Ultra HD, вернее, Wi-Fi 6 802.11ax. Так, что у нас тут еще? SSD M2 NVMe из того, что примечательно. И максимальная поддержка 64 гигабайта DDR4. Также 4K Dual HDMI. Это значит, что его можно подключить к нему 2 монитора. Максимальная в турбо он 4,1 ГГц. Так, вот он в разборе. Ну, мы с вами видели верхнюю часть. На нижней части у него двойная трубка охлаждения. И вот такой вот кулер, ноутбучный, в принципе. Это 802.11ax. Подчеркивают еще раз 4К дисплей. Ну, больше ничего здесь. А вот, кстати, видите, как выглядит монтаж сзади на комп. То есть это такое профессиональное решение для каких-то офисов. Ну, не суть-то дело. Слушайте, ну раз мы с вами уже в хроме, видите, сколько у меня папок, сколько у меня вкладок открыто. Здесь очень много всего интересного, но давайте пробовать его возможности в браузинге, в декодировании, допустим, того же YouTube. И нагрузим его посильнее. Вообще, на самом-то деле, очень интересный мини-комп в плане того, что он действительно недорог. Так, 4К он поддерживает
и декодирует его, кстати, сразу же. Включим статистику для админов. Само собой, это он все проигрывает без дропов, 4К, при этом еще и поддерживает вывод HDR, если вы будете подключать к HDR мониторам, либо к HDR телевизору. Мы включим, пускай проигрывает по вот этому вот значку. Сейчас он выводит звук. Вы будете понимать, что он проигрывает это все в фоне. Давайте включим с вами какие-нибудь новости. Слушайте, ну по браузингу, 10-го поколения проц, ну не должно быть вообще никаких вопросов, потому что он выдерживает любой браузинг, который мы на него можем навалить. Особенно после того, как уже поддержка флеш-плеера ушла из браузеров, так вообще отлично стало. На HTML5 он отрабатывает хорошо. Слушайте, ну смотрите, создаем очень много страниц. Он все так же в фоне продолжает проигрывать. Мы спокойненько с вами можем переключать. То есть он выдерживает нагрузку большого количества страниц. Давайте еще какую-нибудь достаточно тяжелую страницу включим. Видео онлайн. Видео какое-то. Тут у нас страница с анимашкой. Включим на Vimeo какое-то видео. Оно проигрывается. И все так же продолжает проигрываться у нас наш 4К ролик. Уже вот заканчивается. 2 минуты 20 секунд. Останавливаем и закрываем браузер. Слушайте, ну с браузингом у нас проблем не возникло. То есть я вам скажу, достаточно мощный процессор, достаточное количество памяти, то есть 8 гигабайт хватит для полноценного браузинга. С учетом того, что это не игровой компьютер, то этого более чем достаточно. Раз уж мы зацепились с браузером, давайте продолжим с вами, посмотрим характеристики, которые мы с вами подсмотрели на страничке AZV. Это модель SEI AZV Intel Core i3 10110U. Так, базовый 2,11 ГГц, 8 гигабайт доступно. Здесь стоит активированная Windows 10. Это хорошо. Так как он продается в США на Amazon, то поверьте, это лицензионная винда, иначе бы он там не продавался, были бы большие санкции и очень много различных моментов. Итак, в диспетчере устройств видеоадаптеры Intel Ultra HD Graphics, процессоры 4 ядра, сетевые адаптеры. У нас стоит Wi-Fi 6 AX201, это тот, который идет уже для 10-го поколения процессоров, который поддерживает 160 МГц. Обязательно через Magic iPerf попробуем его скорость реальную, это будет интересно. Я вот, знаете, как прогнозирую, что будет минимум 800 мегабит на внешний мир через Wi-Fi. Тут, кстати, интересный момент. Слушайте, ну есть поддержка Bluetooth 5, у нас есть поддержка Wi-Fi 6. Я считаю, что это достаточно неплохая конфигурация для офисного, для домашнего компа, для браузинга, для фильмов. Слушайте, дальше. Проверим быстродействие SSD, который установлен у нас в этом мини-компе. Изначально они поставили сюда 256 гигабайт. Это у меня, по крайней мере, такая версия. 256 гигабайт NVMe M2 SSD. Кстати, есть разные версии. Ссылочки в описании под видео. Вы можете пойти посмотреть на цену и на комплектации. Итак, у нас есть результаты. В прямом чтении 1593 мегабайта в секунду. Неплохо. Запись, конечно, пониже. Я, знаете, какую аналогию провожу. Мы буквально недавно делали обзор на Core i5, вот такой же мини-ПК от Belink. И там было намного выше, вернее, намного быстрее диск стоял. Но там стоял тот же самый диск AZV на 512 гигабайт. Что ожидаемо, на 256 гигов всегда будет работать немножко медленнее. Но в целом, даже по сравнению с самыми обыкновенными 2.5 SSD, это прекрасный показатель, поэтому для тех задач, для которых он создан, это даже избыточная скорость, я так считаю. Тестируем через Magic iPerf. Тест сетевой скорости. Тест будет интересен нам даже тем, что здесь у нас Wi-Fi 6. И мы пробуем его реальную скорость на внешний мир, на сервере в Амстердаме. Я нахожусь в Украине. Как я говорил, это выше 800 мегабит. Это шикарнейший Wi-Fi 6 модуль. Intel AX201, 844 на 840. Давайте еще раз. Это что касаемо именно 5 ГГц Wi-Fi 6 адаптера. Давайте 881, 904, в пике 841, 855, 852. Это отличные результаты. Вот действительно отличные. Ну, здесь 783 на 778. Включаем 2,4 ГГц, хотя на таком адаптере 2,4 ГГц использовать это грех.
Пробуем, стартуем. Ах, шикарный 2,4. 2,4 ГГц больше 200 мегабит. Класс, слушайте, вообще отлично. Тестируем мы сейчас его на роутере, он 195 на 194, еще раз. Тестируем его сейчас на роутере Xiaomi AX3600, это Wi-Fi 6 роутер на 160 МГц шириной канала. И мы видим эти результаты, тут как бы нам сказать нечего. Также мы должны с вами протестировать 1000 мегабитный LAN, который у нас здесь установлен. Тестируем на те же самые сервера в Амстердаме на внешние. И получаем 900, 879, 905, 905, 903, 870. Максимально возможную скорость там, с учетом служебного трафика. Тут 894 на 893. По сетевым адаптерам шикарный. Шикарный мини-комп. Это однозначно. Сейчас мы с вами потестируем мультимедиа возможности. Ну, потом уже будем тестировать игровые и, конечно же, офисные в самом конце. Я воспроизвожу сейчас Гренландию. Фильм это 4К фильм. Я вам сейчас скажу, на сколько гигабайт этот фильм. Это на 66 гигов фильмец. И попробуем, вытянет ли он с СВП, это с уплотнением в подплеере, проигрывание этого самого фильма. Давайте. Да, вы знаете, фильм проигрывается без проблем. Фильм проигрывается, у меня как бы вопросов к проигрыванию тяжелого фильма с жесткого диска внутреннего нет. Но что у нас будет, если мы проиграем с внешнего жесткого диска, который, например, подключен к USB 3. У меня сейчас подключен к USB 3 отдельный диск. Та же самая Гренландия, вот включаем, она проигрывается, тот же самый 4К фильм. Отлично, с внешнего жесткого диска тоже это все нормально завелось. Хорошо, давайте попробуем с вами звуковые возможности данного мини-компьютера. Он у нас сейчас подключен к моему ресиверу Harman Kardon. Dolby Digital Plus у нас есть. То есть мы можем смотреть фильмы в 5.1 звуки. Dolby True HD у нас тоже есть. То есть он поддерживает HD звук на вывод. Ну, мы можем сразу тестировать DTS HD Long Lossless, это имеется в виду DTS HD High-Res звук через кино и ТВ. И у нас получается DTS HD Master. Отлично, он выводит все эти тяжелые форматы звука. Не тяжелые имеется в виду, а определенные форматы звука HD качества. Также у нас здесь есть поддержка, например, того же там Netflix. То есть мы можем здесь смотреть, Netflix поддерживается. Но это совсем уж сомнительное такое, знаете, решение на компах смотреть Netflix. Мы лучше обратим внимание с вами на FS-клиент, с помощью которого мы смотрим фильмы онлайн, а также можно посмотреть торренты. Пожалуйста, мы можем нажать на любой из фильмов, выбрать файлы и посмотреть фильм, само собой, онлайн, ну, допустим, в том же FS-клиенте. Но дело в том, что мы можем с вами смотреть не только эти самые фильмы онлайн, именно потоковые. Я остановил сейчас, мы можем смотреть торренты с помощью этого самого FS-клиента и торсерва. Запустим торсерв, он у нас благо есть. И попробуем в самом торсерве сейчас проиграть, например, 100-гиговый аватар. Запускаем 101 гиг, пошел набор пиров. В принципе, с такими сетевыми модулями и достаточной производительностью, я думаю, что не будет вопросов с воспроизведением этого самого аватара с торрентов онлайн. К тому же, ну, пускай даже 100-гигового. Пускай, давайте, запуск воспроизведения, развернем и смотрим. Слушайте, ну воспроизводит. 100-гиговый аватар пошел у нас онлайн, без закачки. Я думаю, это интересное решение. Интересное решение, его использовать даже как медиабокс с полным функционалом, допустим, мини-компьютера, для того, чтобы поиграть в какие-то незатейливые игры, посмотреть кино онлайн, посмотреть YouTube. Я не вижу здесь никаких проблем. Можем перемотать. Слушайте, он перематывает 100-гиговый торрент. Вообще красота. Класс. Класс, класс, класс. Все, у меня как бы вопросов по торрентам нет. В принципе, я хотел еще проверить IPTV телевидение. Сейчас я включил HD каналы. В принципе, это все воспроизводится. Давайте еще какой-нибудь HD канал включим. Переключает мгновенно. Мне очень нравится, как работает. Слушайте, он подходит для таких незатейливых действий, он подходит, ну, абсолютно спокойно. Если уж ТВ-боксы за 25 баксов могут такое, то, конечно же,
справиться с фильмами онлайн, с IPTV, я думаю, у него не должно было возникнуть проблем. В принципе, я думаю, что здесь не должно возникнуть и проблем с играми GeForce Now. Тяжелыми играми, комповыми играми для мощных игровых компьютеров. В принципе, кто не знает, что такое GeForce Now, пожалуйста, YouTube в помощь. Вбивайте в поиске GeForce Now Технозон, я вам там расскажу. Но мощности данного мини-компа хватает для полноценной работы GeForce Now. В совокупности с его сетевыми модулями, в принципе, должно нам выдавать неплохой результат именно в этом самом игровом сервисе, в стриминговом. Слушайте, ну загрузился у нас Лара Крофт. Давайте Tomb Raider попробуем. Так. GeForce Now. Правая кнопка мыши работает. Слушайте, мне здесь нужна инверсия мыши. Поехали. Сейчас будут эти долбанутые волчки, которых я люблю, которых вы постоянно наблюдаете в моих обзорах, где используют GeForce Now. И на этом моменте как завис, так у меня с волчками, с этими и неприятности. Так, одного волчка мы промазали. Второй волчок. Да твою ж налево. Да твою налево. Ну что ты будешь делать? Вот что это за бред? И что мне надо сделать? Короче, завалили меня. Но GeForce Now работает. GeForce Now работает. Выходим из GeForce Now. Давайте нажимаем выход. Все с этим понятно и тратить на это время уже не будем. В принципе, данного компа должно хватить более чем для таких сервисов. В принципе, данный компьютер способен обрабатывать и игры вот по типу Hearthstone, да, которые я люблю играть, ну и что-то, допустим, незатейливое от Blizzard, допустим, StarCraft 1, тот же самый Diablo 3. Единственное, что недостаточек некоторый присутствует в нем, это то, что данный мини-комп, он немножко шумнее, чем, например, тот же самый GTI Core, который я обозревал на Core i5 процессоре там 8-го поколения. Дело в том, что я сейчас поднесу, сейчас вы услышите. То есть я думаю, что реализация охлаждения в GTI Core намного интереснее. Здесь у нас есть момент того, что он громче, например, чем мой ноутбук Acer Nitro 5. Поехали, сыграем партийку, и вы поймете, что действительно он подходит для таких игр. Но он не подходит абсолютно для каких-то динамичных игр, которые требуют хотя бы какой-нибудь маломальски нормальной видеокарты, поэтому рассчитывать, что вы возьмете этот мини-компьютер и будете в нем, например, играть в Dota 2, не стоит. Так мой один знакомый говорил, я возьму там, допустим, ноутбук без дискретной видеокарты или возьму мини-комп, и без дискретки я смогу играть в Dota 2. Нет, данный тип компьютеров не подходит для такого типа развлечений. Мы сейчас играем в Full HD на среднем качестве, тот же самый Hearthstone. В принципе, анимация отрабатывает отлично. Сейчас попробуем карту положить, поводим по экрану. Так, все супер, слушайте. Ну, мне нравится, нормально все работает. Давайте закончим ход, выходим. И у нас остается еще эфемерные возможности его, как, допустим, офисного компа. Но дело в том, что, это даже сверхпроизводительность для офисных задач. То есть Excel, Word, PowerPoint и тому подобные вещи. Но я использую, правда, Neat Office, я отошел от Microsoft Office. Работа с базой данными этот компьютер, в принципе, способен обеспечить. 10-е поколение Core i3, плюс 8 гигов, плюс 256 в моем случае. То, что я себе выбрал, какую конфигурацию, мне подходит. Я не смог на нем нормально монтировать видео, допустим, даже двухпоточное Full HD видео в Adobe Premiere Pro, даже при поддержке OpenCL процессора, OpenCL аппаратного декодирования, то есть это какое-нибудь там однопоточное видео там сверстать можно, но о серьезном каком-то более-менее серьезном монтаже забудьте. То есть на GTI Core 3, на GTI Core 5 там можно было отмонтировать двухпоточное Full HD видео без проблем, то есть даже 4К видео, допустим, в один поток можно было монтировать, то здесь этого невозможно. И то же самое он спокойненько заполняет, у нас работает с Excel, в данном случае с Neat Office Calc. Большие данные он перемалывает. И давайте сейчас зайдем еще с вами в диспетчер задач, посмотрим, что он у нас там сейчас. Закрываем Neat Office и видим, что по производительности он у нас показывает сейчас 2 ГГц, максимально он в турбобусте доходит до 4.
что я могу сказать? Это достаточно интересный, обыкновенный бытовой мини-компьютер, обыкновенный офисный мини-компьютер. Ничего игрового сверхъестественного здесь нет. Если есть возможность, я бы, конечно, смотрел на решение на Core i5, но в целом переходим и резюмируем данное видео. Слушайте, ну в качестве резюме скажу, в принципе неплохо. Для бизнеса, для домашнего пользования, для незатейливого пользователя, для браузинга. Знаете, такой маленький, который не занимает огромное место за столом. Ну, давайте так, давайте рассуждать так. Не каждому нужен владокенный комп, не каждому нужен, там, допустим, какой-нибудь дорогостоящий лэптоп. Он взял такой мини-компьютер, поставил за монитор, у него стоит как моноблок. Ну, классно. В отличие от моноблоков, это можно апгрейдить. Это можно апгрейдить, улучшать, либо вообще его поменять, и монитор при этом не сменен. Поэтому мы его рекомендуем. Ждем ваши комментарии под видео. В целом, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. Ребят, с вами был Bubble и вот такой вот Beelink SEI серия. Как он там? SEI серия. На канале Технозон. Пока.